меня набивка. Я сейчас не буду показывать весь процесс, потому что он в точности такой же, как и для головы. И даже попроще, потому что у нас здесь уже нет мордочки. Мы просто начинаем уплотнять снизу и постепенно продвигаемся вверх. Какие-то нюансы нужно сделать, ну так, кропотливо. Вы заметили, я уже не беру Эвелину в кадр, потому что она постоянно меня поправляет. Например, сейчас, вот мы уже, казалось бы, набили тело, да? Я вижу, что оно не очень плотно набито. Я начинаю утрамбовывать равномерно. Получается так, что у нас все это пространство оказалось пустым. Нам нужна еще набивка. И так нужно проделать прям вот несколько раз. Вообще, если мы почитаем про мишек Тедди, про технику Тедди классическую, когда мишек шьют, то считается за правило, что мишка должен быть набит очень плотно, и голова его должна быть как камень. Конечно, мы не можем набить наши вязания опилками, потому что, во-первых, они будут просыпаться, но мы, насколько нам это возможно, мы стараемся все-таки приближаться к классике. Постепенно я рекомендую кусочки уменьшать. Видите, я подтрамбовываю, и у меня постоянно образовывается свободное пространство. Следите также, чтобы вот эта ниточка крайняя, она не попала внутрь, потому что потом придется ее вытягивать через набивку, и это не совсем такой приятный процесс. А тем делом я принесла еще столько набивки. Вот видите, не жалеть. Смотрите, я набила настолько плотно, что наше тельце стало похоже на кружок. А дальше мы просто уже вылепливаем ручками вот так. И придаем ему форму вытянутую. Оно потом утянется, видите, ручками и сузится в любом случае. Ну, я думаю, достаточно плотно набито. Сейчас мы посмотрим, как это будет все выглядеть. Давайте пока стянем низ головы. Обратите внимание, что все ниточки, с которыми работали, оказались внутри. Очень плотно стянуть. И дальше, вот как у нас продолжается ниточка, смотрим, вот отсюда мы затянули, да?
Значит, мы как бы в продолжение через одну петельку протаскиваем. Вот так, видите? В одну завели, одну пропустили. Вот это пропускаем, сюда заводим. На всякий случай покажу в реальном формате, в реальном времени, как я это делаю. Как раз в эту дырочку завожу. И смотрите, теперь очень интересно, мы прибираем волосики. Я вывела ниточку. Обратите внимание, чтобы она не прошла сквозь другие нитки, да, чтобы она вышла отдельно. И у нас появляется еще дополнительный, а именно вот второй белый волосок. Я думаю, пришло время пришивать голову и тело. Я на всякий случай зафиксирую булавочками. Я нашла начало ниточки и сразу, вот как у меня идет голова, делаю стежок на голове, смотрите. Захватываю пару петелек. Дальше я возвращаюсь к телу. Видите, как идет ниточка, да, она вот отсюда, и я прям у краешка захватываю петельки тела, затягиваю, перехожу на голову, и прям вот здесь я беру пару петелечек головы. Смотрите, чтобы у вас не съедалась шея, да, то есть не здесь, не вообще с самого края, а вот, ну вот здесь, видите, да? Вот захватываю пару петелечек. Теперь опять голова. Я думаю, все булавочки уже уберу. И так чередуйте тело, голова, тело, голова. У нас Эвелина получается не Мишка Тедди, потому что голову мы пришиваем. Но я планирую выпустить видео следующих мишек, где буду показывать, как я делаю нитяное крепление, то есть крепление на нитке. И покажу, как я делаю крепление со шплинтами. То есть у вас будут варианты крепления головы, и вы в будущем, если захотите, можете связать еще одного мишку и сделать уже, например, шплинтовое крепление. Проверяю, кручу. Так, мне кажется, все ровно. Я чуть-чуть еще на разок пройду. Еще сделаю круг, чтобы уже точно гарантированно голова была крепко пришита. Мало ли у меня вот дочка подрастет, будет играть с игрушкой и голову точно не оторвет. Завяжу также узелок.
принципе, я могу вывести опять вверх. Но смотрите, если вы не хотите нарушать баланс, у нас две белые ниточки, вы можете вывести в сторону. Наша Эвелина уже при теле. Вот у нас центр. Получается примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестая петля. Я поставлю булавочку. Здесь у нас будет начинаться ушко. И это мы также поменяем. Я также отсчитаю 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мне кажется, что это ушко, оно туда сдвинуто, поэтому я переставлю его ближе на один ряд. Так. Ну и так тоже. Я думаю, вот теперь меня устраивает. Берем наши ушки. Вот я сунула иголочку в кончик и вставляю его ровно в эту же точку. Просто меняю их местами. Дальше. Видите, отгибаю опять ушко такое, чтобы оно дугой пошло. И фиксирую иголочку. Это мы потом можем подкорректировать опять же, но нам нужен вид, чтобы мы видели образ, который вырисовывается. Ну вот, мне кажется, это самая идеальная высота. То же самое я сейчас проделаю с другим ушком. У нас есть по 2 ниточки на каждом ушке, и вы их тоже можете использовать как волосы. Здесь 2 и здесь 2. Вдеваем нитки в иглу. Начнем с этого ушка. Мы переворачиваем на эту сторону. И у нас вот так идет ниточка, смотрите, край. Я цепляю петельку. Причем только одну. Иначе будет неаккуратно. Все, я зафиксировала. Я могу убрать булавочку. Дальше я делаю стежок на самом ушке, с самого края. Все, зафиксировали. Дальше возвращаемся опять на голову. Смотрите, не здесь, а вот именно на границе, чтобы этого шва вообще не было видно. Также делаем стежок в одну петельку, немножко цепим на самом ушке. Опять переходим на голову. Смотрите, мы подошли к середине ушка, ко второй булавочке, я ее уже уберу. И дальше мы должны сделать так, чтобы ушко у нас фиксированно стояло. Как мы это делаем? Мы берем
стежок посередине такой побольше и чуть повыше. То есть не у самого края, как мы делали до этого, а вот именно так. Сейчас я покажу поближе. Видите? И дальше мы как бы подтягиваем ушко и делаем обратный стежок. Тоже на 2 петли я бы хотела все-таки. Вот, обратный стежок. Опять же не к краю, а чуть-чуть ближе к голове. И хорошо вот так подтягиваем, натягиваем. А дальше опять тем же способом. Вот видите, можно подставить немножко пальчик и помочь. Дальше продеваем в краешек петельки одной петли. Здесь одну, тоже с самого края. Можно даже вообще только стеночки зацеплять. Я подошла к краю ушка. У меня здесь встретились 2 ниточки. Я продеваю еще раз иголку немножко как бы под ушком. Все, и фиксирую. Дальше я не вынимаю иголку, завяжу ниточки. Завяжу просто 1 раз. И что-то мне вот подсказывает, хочу я немножко Эвелину сделать поволосатее. Смотрите, как у меня ложится узелок. Я вот прям в эту дырочку введу и выведу в самом центре. У нас осталась еще 1 ниточка, я проделаю с ней то же самое. Сейчас мне пришла мысль, что если мы изначально хотим делать Эвелину волосатую, то стягивать макушку надо в последнюю очередь. Так как я планировала сделать, вот как в оригинале у меня получается 6 ниточек, то, конечно, макушку я стянула заранее. Теперь пришиваем второе ушко таким же образом. Нам осталось пришить хвостик. Мы смотрим в 2 угла и ищем визуально место пересечения. Вот это место пересечения. Вот здесь. Значит, здесь у меня середина. И здесь он в точке
перехода. Теперь мы ищем самую красивую сторону. Я ввела иголку в тело. Дальше мне нужно подхватить кончик. Делаю стежок посередине. Это я сделала стежок на теле. Дальше я делаю стежок посередине хвостика. Проверяем, чтобы хвостик у нас становился ровненько. Так что дальше я, где у меня ниточка закончилась, продолжаю в ту сторону. Осталось подцепить краешек.